Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. После предыдущего проекта у меня осталось немного цветных полосок. Эх, ну сколько было прекрасных планов на день. Выпить шампанского, поесть клубники, пройтись по магазинам. Так нет же, на работу пошла. Вот всегда говорю, захотелось поработать. Ляг, поспи, и все пройдет. Но с лоскутными остатками надо бороться сразу, потому что они размножаются путем деления. Определим порядок, в каком они будут располагаться. Сошьем наши полоски вместе длинными сторонами. Сначала попарно, а потом соединим в более широкие заготовки. Припуски на швы направляем в сторону темной ткани. Отшитые детали тщательно расправляем, швы можно разгладить ногтем. Это нам облегчит дальнейшую работу с утюгом. Промерим ширину получившегося полотна и вырежем квадрат такого же размера. У меня это 25 на 25 сантиметров. Сложим оба квадрата вместе, лицом к лицу. Это у меня так совпало, что полоски были одинаковой ширины. На самом деле очень интересно будет смотреться, если полоски разной ширины. Сколем детали булавочками и нарисуем вспомогательную линию, диагональ. Не надейтесь на свой глазомер. Возьмите угольник или широкую линейку. Работа за швейной машинкой самая простая. Проложим 2 строчки по обе стороны от диагонали. А потом разрежем наши заготовки по нарисованной линии. Полученные детали развернем, расправим швы и тщательно проутюжим. А дальше мы готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, кусок холстопрошивного полотна, красивая лоскутная часть. Все закалываем английскими булавками для квилтинга. В качестве наполнителя берем именно такой хлопковый ватин. Он выдерживает высокую температуру. Продается в магазинах тканей. Или можно посмотреть в хозяйственных магазинах под названием «Тряпка для пола». А вот теперь включаем фантазию. Берем в руки водорастворимый маркер для ткани и рисуем линии стежки. На улице зима, а мне хочется лета. Да, листьев. Вот чувствую, что сейчас кто-то ехидно спрашивает, так может еще и травки надо? Нет, рисуем листочек. А потом на швейной машинке простой прямой строчкой прошиваем сначала центральную жилку, а потом и боковые. И прошьем еще весь листок по контуру.
Когда мы довольны результатом, отрежем лишнюю ткань, придадим листочку красивую форму. А теперь смотрите. Форма листочка сложная, округлая. Края будем обрабатывать косой бейкой, то есть полоской ткани шириной 4 см, выкроенной под углом 45 градусов. Бейку пришиваем свободно, нигде не перетягиваем, тогда она будет ровно и красиво лежать. Затем мы ее отгибаем на изнаночную сторону, дважды подгибаем и пришиваем на швейной машинке. Сразу же формируем петельку. И получились у нас замечательные прихватки. Сразу две. Ткани одинаковые, а рисунок разный. Эти прихватки и кухню вашу украсят, придадут ей уют и послужат верой правдой. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.